устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. Вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не могу. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили все наши приключения снять на смартфон. Ну а что, фильмы на смартфоне снимают, клипы тоже. А мы снимем наше travel-шоу. Впервые за всю историю программы и целиком на профессиональную камеру смартфона. А за качество кто отвечать будет? Samsung Galaxy – это не просто смартфон, а киностудия у вас в руках. Ну здорово, давай оператору и начнем. Держи. Ну что, мы в удивительной Африке, в дивной Замбии. Да, и первое, что хочется сказать, здесь ужасно душно. Вот это нетипично для Африки. И второе, мы приехали увидеть наше чудо света – водопад Виктория. Виктория. Все, Тоха, давай уже подбрасывай монетку. Я хочу узнать, кто будет под кондиционером. Орел? Решка. Открывай, Антоха. Антон, я так и знала, что я буду здесь богатой. Потому что я на своем месте, на своей родине в Африке. Ну да, в краю диких обезьян. Еще и бешеная. Наше чудо света самое бурлящее, самое гремящее и самое радужное чудо Африки. Водопад Виктория. Здесь нас ждет водоворот африканских приключений. Замбези, рынки, слоны, рыбы-тигры. Носороги. Какая-то гадость, бескрайние саванны и бездонные пропасти. Ну что, ныряем с головой в чудо света? Погнали! Vai quelle coti ifu campani corrapsa gudo moros alleluia. На водопад Виктория можно смотреть с территории двух стран – и Зимбабве, и Замбии. Но из-за пандемии границы Зимбабве сейчас закрыты, поэтому мы прилетели в Замбию, в город Ливингстон. Замбия – это африканская страна в южном полушарии. Когда у нас зима и трещит мороз, здесь адские, душные плюс 40. Хочется провести 2 дня в аэропорту под кондиционером, но чудо света само себя не посмотрит. О, линеечка ожидания денег. Hello, guys. Hi. Could you please tell where is the bus here? The bus? Yeah.
Местные будто первый раз слышат слово «автобус». Либо его здесь действительно нет, либо эту тайну берегут от белых туристов, чтобы развести их на такси. Okay, how much for taxi? Decent? Yeah? 100 baht. Ну, вроде бы как 100 квачи, это меньше $5, недорого. Но есть у меня идея, как тут вообще не платить за проезд. Запишите полезный совет. В Замбии есть отели и хостелы, которые бесплатно забирают туристов из аэропорта. О, ну вот. Несколько вариантов с включенным трансфером. Да ладно! Хостел с бесплатным трансфером за $15, да еще и с 20% скидкой. Jolly Boys, я выбираю тебя! Если ты забронировал дорогущий отель в Замбии, то тебя будут кружить по полной программе. Меня встречает VIP-трансфер. А вы что ждали? Лимузин и красную дорожку? Это Замбия, ребятки. Здесь это супер вариант. Hello, welcome to Livingstone. Very beautiful табличка. Сразу понятно будет, дорого, богато. Супер. Yeah, there you go. Ой, кондиционерчик. Кайф. Hi, you my Jolly Boy. Yes, please, welcome to Livingstone. Во прикол! В дешевый хостел везет точно такой же VIP микроавтобус, как и в дорогущий отель. Кондиционер. Пожалуй, лучшее место в Замбии. Антон, зато в твоем трансфере не будет того, что есть у меня. I've got Wi-Fi on. Wi-Fi. Then I've got some hand sanitizer. I also have some cold water. Ледяная водичка. Мой хостел находится в самом центре городка Ливингстон. Если отхватил место в хостеле Jolly Boys, считай, что выиграл джекпот. Смотрите, здесь есть зона отдыха и бассейн. В такую жару это мечта. Есть большая мягкая зона отдыха в тени. Есть бар. Неудивительно, что этот хостел считается одним из лучших в Африке. У него даже есть 2 Хоскара. Ну, это Оскар среди хостелов. А живут здесь в отдельных номерах, стилизованных под африканские шалаши за $45. А для туристов с рюкзаком есть корпуса с общими комнатами по $12 за койку. Для Африки тут очень чисто и приятно. Мягко, свет есть, розеточки разных видов. Но главное, без чего нет смысла брать никакой номер, это, конечно же, царь кондей. А теперь включайте машину зависти. За $12 я получаю бесплатный трансфер из аэропорта, койко-место в клевом хостеле, бассейн, чиллаут-зону. И это еще не все. Бесплатный трансфер до чуда света. Погнали! Богачи, которые приезжают смотреть на водопад Виктория, останавливаются в самом роскошном отеле Замбии – Royal Chundu. Hey kids. Hello. Hello.
I'm Hesse. I'm Brina, you're welcome. My name is Aggie, welcome home. After you. Yes, thank you. Royal Chundu – это лакшери-отель в ярком африканском стиле. Постояльцы Royal Chundu живут не в многоэтажных муравейниках, а в уютных домиках-лоджах посреди тропического леса на берегу реки Замбези. Пожить в них стоит $1000 в сутки. Но есть в отеле жилье еще более роскошное и эксклюзивное – виллы на отдельном острове. So Vasilisa, that's the boat which will be taking you to the island. Потрясающий мой кораблик. Welcome on the boat. Вы только посмотрите, как здесь встречает дорогого гостя. Красота. На лодке угощают прохладным лимонадом из лайма и папайи. И делают традиционный замбийский массаж специальной гладкой палкой, чтобы дорогой гость расслабился после долгой дороги. Нормально у нее дубина. Вот они сказали, чувствую себя как дома, но если честно, дома мне такого еще не делали. В хостеле сказали, что бесплатный шаттл на водопад отправляется через час. Есть время погулять и посмотреть, куда я вообще приехал. Городок Ливингстон. Здесь живет 140 тысяч человек. Город назвали в честь шотландского путешественника Дэвида Ливингстона, который 165 лет назад открыл здесь наше чудо света – водопад Виктория. В самом Ливингстоне туристу особо делать нечего. Но поверьте, прогулка по африканскому городу – это уже экзотика. Замбийский магазин техники – это стол на улице. Замбийские бутики – это вещи на тротуаре. Спортивный бар в Замбии – это старый телек в будке под навесом. А вот и мебельный салон. Диваны стоят прямо на улице и покрыты сантиметровым слоем пыли. Замбийский фастфуд – это каша, которую готовят на шиномонтаже. А это замбийский парк развлечений. Игра Чисоло. Игра чем-то похожа на наши нарды. Только доска с лунками, а вместо шашек – орехи. И, конечно, обязательно стоит посетить замбийский шоппинг-молл. Рынок. Bible koti ifu kampanim korapsa gudo moros alleluia. Musala se Cristo alleluia. В африканских городах рынок – это центр жизни. Здесь собираются все и продают все. Бобы, бобы, камни, бобы. Стоп, камни? For what is it?
Are you joking? Are you joking for eating? Yes. I have only 32 tools. I can eat it for example. Она прикалывается надо мной, говорит, ну это для еды. I'm not Или не прикалывается надо мной. For what reason? nothing for energy. Ёлки-палки. Продавцы камней. Это, видимо, коллеги продавцов воздуха. Это как будто бы ешь мел. Не понимаю, зачем. Where is an energy? Energy. Ah, it's not for energy. Yes, mostly it's eaten by women who are pregnant. By women who are pregnant? Не-не, я еще в девках буду ходить. Пыльные камни с улицы оказались серой глиной. Она тут вроде полезной пищевой добавки. В глине есть кальций и железо, которые необходимы беременным. А ведь это логично. Девчонки, когда беременны, им всегда хочется какой-то странной гадости. Арбуза с рыбой, ананаса с горчицей. А тут сразу камни от производителя. До острова Катамбора, где находится моя вилла, плыть аж 20 минут. Представляете, в каком отдаленном месте я буду жить? Территория моего отеля похожа на национальный парк. Вот, или, может быть, на заповедник. Все такое зеленое, прекрасное. Птички везде. Душа поет. А вот и моя вилла за $1900 в сутки. Батюшки, как же тут сказочно! А крыша какая! Из соломы и из деревьев. Прямо все чисто в африканском стиле. А это... Какая кровать! И балдахин, внимание, attention please. Я даже знаю, что это не просто так для декора, да? Это для защиты от здешних страшных насекомых. По чесноку я даже не могла представить, что в дикой Африке возможен такой комфортный дом. Ну, правда, за $2000, конечно. Ох, красота! Класс! А это, кстати, не просто терраса. Она возвышается над рекой Замбези, воды которой через 30 километров обрываются и превращаются в водопад Виктория. В наше чудо света! Ну, если честно, вид похож, вот как у меня на даче в Воронеже. Вот то же самое. Вот эта вот грязная речка, там сосед ненормально орет, с топором бегает за курицами. То же самое. Let's go to the waterfalls. Если бы не трансфер, за такси к водопаду пришлось бы заплатить $5. Мой отель тоже позаботился о трансфере на чудо света. Stay among the 7 wonders of the world. Have fun. Thank you. Enjoy every minute of it. And your super ride is waiting for you right here. Have fun. Have fun. Вертолет компании Батока Sky прилетел за мной прямо в отель. Вот это сервис! Билет на водопад Виктория стоит $20. Кстати, на стороне Зимбабве билет на $10 дороже. Еще одна выгода смотреть на водопад из Замбии. Вот, наконец-то, мы начинаем приближаться
нашему чудо-свету, к водопадам Виктория! Вот ты какое! Главное чудо Африки! Водопад Виктория – это огромная трещина, в которую падают воды реки Замбези. Такое впечатление, как будто кто-то рубанул гигантским топором и появилась расселена в 2 километра. Вот это чудо света. В Замбии водопад Виктория называют Моси-Оа-Тунья, что означает «гремящий дым». Но мне больше нравится другое название – место, где не гаснут радуги. Сумасшествие. И это при том, что сейчас наше чудо света далеко не в лучшей форме. Дело в том, что мы приехали в сухой сезон. Дождей сейчас нет, река Замбези почти пересохла, и от водопада остались отдельные ручейки. А теперь представьте, что в сезон полноводья вся эта стена закрыта водой. Ее просто не видно. Представляете, какая мощь? Вот как выглядит водопад Виктория в сезон дождей. За эту грандиозную стену воды Виктории даже присвоили особый статус – водопад самой большой водной завесы. Оп! Увидеть такую красоту вживую – это, конечно, нечто. Хорошо, что мой смартфон Samsung Galaxy снимает видео в формате 8К. Уверен, что на вашем экране это будет выглядеть не менее впечатляюще. Проверим? Такое качественное изображение будто снято на профессиональную камеру. Вот что значит съемка в 8К. Приеду и тоже посмотрю эту панорамную красоту на большом экране без потери качества. С таким смартфоном киностудия у вас в руках. Вы можете подумать, что только балбесы могут приехать в сухой сезон на водопад Виктория. Но с другой стороны, в сухой сезон тоже есть свои плюсы. Плюс первый. Ты можешь увидеть водопад, каким его не видел ни один турист. Сейчас можно разглядеть каньон, его стены, дно. Ну как бы вам объяснить? Во влажный сезон водопад Виктория – это мужик с бородой. А в сухой сезон бороду сбрили, и вид вообще изменился. Наконец-то можно увидеть лицо. Второй плюс – в сухой сезон вертолет может покатать богатого туриста не только над водопадом Виктория, но и прилететь максимально низко над рекой Замбези внутри ущелья. Скалы, скалы, скалы! Камни! Ай! И даже больше – приземлиться на пляже и устроить там пикник. За невероятную красоту водопада Виктория. Еще один плюс. В сухой сезон можно пройтись по дну реки Замбези.
Через пару месяцев здесь хлынет такой мощный поток воды, который смоет в пропасть даже бегемота, не говоря уже обо мне. Только в сухой сезон можно постоять на краю водопада и увидеть, насколько он высокий. Я не знаю, какой это этаж, но я бы на этом этаже окна не мыл. Местные тоже больше любят сухой сезон, потому что в скалах оголяются вот такие природные бассейны, в которых можно купаться самим и купать в них туристов. За деньги, конечно же. Victoria Falls Jacuzzi Small Budget Resort. В целях безопасности местные протянули в бассейне веревку. Видимо, что-то знают. Я в водопаде смотрю на водопад. Чудо! Богатого туриста тоже могут отвезти в бассейн на краю водопада. Но это будет не какая-то лужа с веревкой, а самый мощный бассейн. Его здесь называют бассейн дьявола. Он находится в месте, где даже в сухой сезон бурлит мощный поток воды. Покупаться в бассейне дьявола – это не дешевое развлечение. Стоит $150. Сам сюда не зайдешь, только с 2 спасателями. Купель дьявола – это впадина на самом краю водопада, вроде природной ванны. Но кажется, если туда залезть, бурлящий поток мигом смоет тебя в пропасть. Но я туда не хочу лезть, это очень... Теперь понятно, зачем нужны 2 здоровенных спасателя. Они крепко держат за руки и за ноги, чтобы не снесло водой. Это просто кошмар! Кто придумал это развлечение? Это рай для самоубийц! О, я не хочу здесь находиться, почему что я это делаю? Господи! Я сейчас буквально над пропастью!
идет. Этот водопад просто круче, чем все, что я видела в своей жизни. Я клянусь. Я хочу, чтобы вы это увидели. И вот мне кажется, реально в таких местах каждый должен побывать хотя бы раз в жизни, потому что на это мечта. Мечта воплоти. Представляю, какая здесь будет красота на закате. А давай гиперлапс снимем. Мне кажется, получится очень классно. Ночной гиперлапс — это съемка в ускоренном режиме при низкой освещенности. Картинка очень кинематографичная. Получилось снять на смартфон, как на профессиональную камеру. Какая красота! Утром второго дня я пошел искать себе завтрак. С этим в Ливингстоне проблем нет. В любом кафе накормят до отвала всего за 2-3 доллара. Главное — найти заведение для местных. Вроде этого — кафе Паншила. Вот у нас говорят, хлеб всему голова, а здесь нышима всему голова. Сейчас буду пробовать. Нышима — это главное блюдо на замбийском столе. Каша из кукурузной муки. Муку забрасывают в кипящую воду и помешивают, пока она не превратится в густую кашу. Это напоминает, как готовят картошку пюре быстрого приготовления. Наконец-то! Вы в ответе за тех, кого прикормили. Где? Нышима пресная, поэтому к ней еще подают соус и пряные тушеные овощи. Как это есть все? Тут ни вилок, ни ножей. Ну все понятно, нышиму едят руками. Отщипывают кусочек, скатывают в комочек, макают в подливку, подхватывают травку и Кстати, совсем неплохо. Как будто бы ешь сырое тесто с разными начинками, с лучком, со специями. Это еще можно есть. Но вот эту мерзость. So this is a caterpillar. Окей. Very special Yeah. and it's very expensive. Expensive. Yes. Финкуала — это гусеницы-бабочки-павлиноглазки. В Замбии это главный деликатес, который по местным меркам стоит немыслимых денег. $10 за килограмм. Сушеных гусениц бросают в кипящее кукурузное масло и обжаривают до хрустящей корочки. Ну и все. Деликатес готов. Wow, lovely. Ну, выглядит это отвратительнее, чем оно на вкус. Кажется, как будто бы это, если не понимать, что это гусеница, как будто бы это шпрота, только без масла, который не успел им пропитаться. Но, что интересно, если в Таиланде, да и в принципе в Азии вот такие жуки, тараканы и гусеницы, это больше для туриста, чтобы привлечь его внимание, устроить для него аттракцион, то тут местные это реально едят. Но с другой стороны, где я попробую деликатес всего за $2? Мам, я в Африке, тут классно.
сейчас еду на ланч, который стоит $200. За что такие деньги платят в Африке? Сейчас расскажу. Morning. Good morning. Welcome to the Elephant Cafe. Thank you. My name is Africa. I'm Вася. Yes. Орел и решка еще не была в таком кафе. Здесь можно пообедать в компании самых больших животных, которые ходят по земле. Африканских слонов. Всех слонов в Elephant Cafe спасли от браконьеров и привезли сюда из разных уголков Африки. Каждый день в полдень погонщики приводят слонов к посетителям, чтобы они их покормили. Вот такой аттракцион. Ну-ка, сейчас будет первое знакомство со слона. Какой у него хлопот! Ой. А можно? Can I touch? Слушайте, похоже на какой-то пылесос на самом деле, двухстворчатый. Как странно, у него ушечки. Он меня берет. Мать твою. Очень странные создания. Нет, не надо, не надо, не надо. А, вот он куда тянется. Он тянется за угощениями. Дэнни, Боб, everybody, please, come on. На, приятного аппетита. Хобот слона – это вообще очень странная штуковина. Вот твой ротик. Представьте себе нос, который сросся с верхней губой, вытянулся на 2 метра и научился хватать предметы. Получается, как будто играешь в бильярд. Вот у меня есть 2 лунки и 2 шара. Короче, у слонов хобот – это как рука. То есть он, получается, ею берет еду и кладет себе в свою страшную пасть. Ну что, слонов я покормила, пора и себя покормить. Чем же кормят в слоновьем кафе за $185? На закуску приносят равиоли с базиликом и съедобными листьями настурции. Главное блюдо – филе говядины с карамелизированным чесноком и трюфельным маслом в соусе из красного вина. Просто отвал головы. А на десерт подают домашнее мороженое по флорентийскому рецепту с орехом дерева мангонго. Крем-брюле с смесью каких-то непонятных орехов. Разрешите, я вам расскажу о нашем мороженом? Yes. Это гордость нашего кафе. Мы готовим его с орехами дерева мангонго, которые добываем из плодов дерева мангонго. И наши друзья-слоны нам очень в этом помогают. Они чистят орехи. Слон съедает плод. Мякоть переваривается, а сам орех выходит из слона естественным путем. И нам остается только его взять и пощелкать. Именно с этими орехами и приготовлено мороженое, которое вам так понравилось. Sorry, подождите, я ничего не поняла. Where you take... Слон... То есть you said that it's from S of elephant? Потрясающий, удивительный момент. За $200 я попробовала мороженое с говном. Кстати, ice cream really wonderful. I didn't smell any слоновий shit. No. Своей премиальной картой MasterCard довольна как слон. Ну прям очень довольна. Мгновенные оплаты, удобный сервис и все привилегии у меня в руках.
Все-таки не получилось избежать знакомства с местными маршрутками. Ну что ж. Кому на колени садиться? Приехать в Африку и не побывать на сафари, я считаю, что это преступление. Так что я попытаюсь туда пробраться даже с моим минимальным бюджетом. В окрестностях водопада Виктория есть национальный парк Моси-Оатунье, где человек может познакомиться с удивительными жителями африканской саванны. Туры в национальный парк начинаются от $60. Но я тут подумал, а если приехать туда на маршрутке и там попробовать договориться с рейнджерами на месте? Если ты поселился в отеле такого уровня, как Royal Chundu, то вообще не нужно ни о чем париться. Отель сам организовывает своим гостям всю развлекательную программу. Кроме круиза по реке и питания по системе «Все включено», в стоимость моего проживания входит рафтинг на надувной байдарке. Еще отель организовывает тур в соседнюю деревню мастеров, которые делают яркие африканские сувениры. Отель предоставляет местным работу. Вот, например, эта женщина делает декоративные коврики, которые можно увидеть в отеле. Смотрите, как она ловко гвоздем просовывает лоскутки в мешок из-под картошки. И вуаля, получается вот такая красота. А вот этот вот мужчина делает палки для массажа, которые у меня тоже, кстати, массажируют. Но поверьте, это еще только разогрев. Мой отель устроил для меня еще одно богатенькое развлечение – рыбалку на реке Замбези. Hello. Enjoy your fishing. Thank you. Hi. Hi. Thank you. Замбези – одна из величайших рек Африки. И она же одна из самых опасных. Путешествовать по ней – это не на речном трамвайчике прогуливаться. Замбези – дикая река, в водах которой подстерегают разные твари. Она кишит крокодилами. Ну, что-то... sorry, what is it? Those are hippos. Это бегемоты. Самые опасные животные Африки. Хоть они и не хищники, но чтобы защитить свою территорию и детенышей, нападают на лодки, переворачивают их и перекусывают людей. Where if it opens up its mouth, it can even cut you. А если бы вы знали, какие рыбы водятся в реке Замбези? Рыбы-тигры. Я ловлю, кстати, сейчас тигровую рыбу. Значит, что? Надо ее Что надо? Я почувствовала! Нет! Пожалуйста! Просто так тяжело. Кстати, там, наверное, может, какая-то гигантская рыбеха. Я что-то охренею, если я реально поймала рыбу! Да, тащу! This side, yeah? Thank you. Наконец-то. Вот вход в национальный парк. А вот и рейнджеры. Hello? Hello? Hello. How are you? Without tourists now it's bad. Yeah, without tourists it's bad, but we are getting there. I really want to see some animals, yeah?
To get in the park, it is $75 per person. That's the international price. Local price is 500 kwacha. I'm local. Oh, you're local? Yeah. Шутки шутками, но эти ребята без туристов очень сильно скучают. Чтоб не стоять просто так весь день, они решили сделать мне скидку. We can charge you 600 kwacha. $35. It's okay. Yeah. Maybe if you will not see the giraffe, $30. Safari is not about animals, but it's about... Safari is not about animals. Yes, it's about... Классная экскурсия будет. Yeah. Опа, обезьяны. Смотри, импалы. Это африканские антилопы. Жираф. Это жирафы-самки. Девчули стоят. Видишь, они все смотрят в ту сторону. Значит, там самец. Мы этого не слышим, но прямо сейчас они беседуют между собой с помощью звуков на низких частотах. Если самец фыркнет в ответ, девочки поймут, что он их зовет на свидание. Я завидую самцу жирафа. У него 5 стройняшек, которые при этом еще и молчат. Но самых интересных животных в парке просто так не увидишь. Их нужно искать, и без гида тут не обойтись. О, смотри! Впереди свежие кучи фекалий слонов. Если фекалии свежие, значит слоны прямо сейчас в парке. Это большая удача. Вот видишь, мы уже совсем близко. Это следы слонов. Ну что я говорил? Вот они. I see. Боже мой, они так близко! Боже мой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, есть ощущение, что нас окружают. Знаете, говорят, что лев царь зверей, но вот глядя на то, как все животные, да и люди на машинах расступаются перед ними, мне кажется, все-таки слоны цари зверей. Слоны в национальном парке — это не те ручные слоны, что встречали Васю в кафе. Это дикие животные. Они непредсказуемые, их невозможно контролировать. Слоны выходят за границы парка, подходят вплотную к домам и разоряют плантации. Местные знают, что с ними шутки плохи, а вот туристы часто выбегают из машин, чтобы сделать фото. Слон же воспринимает человека как угрозу и может просто его затоптать. 2 года назад страшная трагедия произошла в Зимбабве с немецкой туристкой. Когда мы слишком много и громко говорим, то провоцируем слона. Перед атакой слоны подают сигналы. Если слон хлопает ушами, значит он злится, и надо уходить. Так, ему не нравится, да? Ему... Как он и сказал, они вот так повели ухом, мы им не нравимся. Да, тащу! Май гад! Мы поймали тигровую рыбу! Wow, amazing! О май! Какая мать родная! Look at your teeth,
Она очень страшная, она некрасивая, она опасная. Так это же пиранья, ребята. Блин, у меня сейчас будет просто инфаркт. Это такая страшная рыбина. Я так... Это первый раз... Я такой... Мать родная, держи ее подальше от меня. Я не хочу. Это зубастое чудище – тигровая рыба. Это такая африканская пиранья, которую прозвали тигром из-за полос на туловище. Эта хищница может вырасти до метра в длину. Местные ее ловят, чтобы пустить на уху или на стейки. Я же, как настоящий рыбак, я должна сделать фотку со своей первой, добычей. Just hold it. Good. Just hold it. It can't bite you. Hold it. Ходить. Yeah. Ходить, она ходит и ходит. Good. Here. Ой, май гад, ой, май гад. Ой, она еще тепленькая. Я не хочу ее есть. Ребят, я сейчас сама. Я ее не держу, я ее очень плохо держу, пацаны. Она сейчас... Пацаны. Господи, во-первых, я их не хочу ее есть, я хочу ее отпустить, потому что я чувствую, как у нее... Батюшки, слушайте, она такая страшная, я ее есть не хочу. Все, я ее хочу отпустить. Все, прощай. Все, котик, точнее, тигрица. Хорошего тебе пути, прости, что я тебя поймала. И че, она не упала, чуваки? Она что, сдохла? О, Мишек, зачем ты ее поймал? What you caught it again? So, actually, it is dead. Ах, ёла зеленая. Yeah. So now we just make it for dinner. Ну ладно, make it for dinner. Yeah. Хотела спасти животинку, а получилось как всегда. Ну ладно. Thank you, it was awesome, really. Oh, yeah? Yeah. Thank you. В самой дальней части парка Моси-Оатунья есть отдельная зона, где живут носороги. На территории носорогов мы будем передвигаться пешком. Пешком? Да. На сафари пешком? Да. Да, таков план. Ого. В качестве туриста или закуси? Эти два офицера с автоматами пойдут с нами, чтобы нас защищать. У меня всего $100, но у меня будут свои парни с пушками. Если вдруг носорог на нас побежит, офицер выстрелит ему в ногу. Это должно остановить носорога. Теоретически. Видишь, здесь носорог греб землю, а потом пометил этот куст. На листьях остались капли урины. Так он обозначил свою территорию. Да, носорог тут был. Ой, я наступил на носорожьи экскременты. Сейчас в моей жизни происходит огромное открытие, потому что я впервые, в принципе, вижу носорога. А с такого расстояния в живой природе, мне кажется, сколько? 1% в мире может таким похвастаться. 0,01% в мире может таким похвастаться. Понял, на кого похож носорог. Это как будто бы бегемот, который очень много врал, и у него начал расти нос, в Пиноккио. И получилось вот такое чудо природы. Это семья черных носорогов. После слонов это самые крупные и самые свирепые животные в парке. Они непредсказуемы и этим очень опасны.
Мы никогда не знаем, что может вывести носорога из себя. Шорох, или наши голоса, или запах дезодоранта. Носорог может кинуться на тебя в любой момент. И тут возникает вопрос. А зачем мы тогда подошли к ним так близко? Носороги, они почти слепые. У них отличное обоняние и слух, но просто отвратительное зрение. Так, это самец. Медленно уходим. Уходим. Гид говорит, что у носорогов плохое зрение, но при его весе это не его проблема. Это самое удачное вложение за эти 2 дня. За $35 я увидел кучу животных, а главное, впервые в жизни носорогов на расстоянии, ну сколько, 4-5 метров. Фантастика. Снимать животных непросто. К одним подъедешь поближе — убегает. А к некоторым из них я даже не хочу приближаться. Но с функцией Space Zoom я могу снимать кого угодно с большого расстояния. Сейчас покажу. Какой огромный носорог! Какая грациозная импала! Какая элегантная зебра! А теперь посмотрим ближе. Круто, да? И что самое важное, детали четкие, качество картинки не теряется. Вот что получается, когда снимаешь как профи. О, трясогузка ест второго оператора. Клад на водопаде Виктория спрятан рядом с Elephant Cafe. От кафе поезжайте в сторону трассы М10, через 1 километр 600 метров упретесь в железную дорогу. Пройдите ровно 50 метров по рельсам на запад и спуститесь вниз. Под железной дорогой увидите трубы. Рядом и ищите бутылку. Жаль, что в этот уикенд нам не удалось увидеть чудо света во всей его красе. Виктория Фоллс, джакузи, small budget resort. Похоже, вот как у меня на даче в Воронеже. Вот то же самое. Но у природы нет плохой погоды, и чудо света в любом виде будет прекрасно. Я сумасшедшая, ты мне нравится! Я в водопаде. Это прикалывается надо мной. Он меня берет. Есть ощущение, что нас окружают. Ходите, она ходите и ходит. Чудо природы. Нормально у нее дубина. Я завидую самцу жирафа. За невероятную красоту водопада Виктория. The Livingstone! Так это же музей живых камней. Фига, тут и такое есть. Посмотрите на это дикое лохматое животное в привычной для него среде. Это карточный червь семейства безлимитных. Он питается деньжищами продюсеров. Попробуем подобраться к нему поближе. Акуна Матата. Привет! Ну что, Василумба, как тебе наше африканское чудо света? Ой, Антон, я первый раз была в Африке. Это уже для меня чудо света. А водопад Виктория, так это вообще чуть не бомбануло меня. И ведь это мы видели водопад в сухой сезон. А теперь представь, какой он полноводный. Надо обязательно сюда вернуться. А? Слушай, ну сначала нам надо охладиться. Поэтому полетели на наше новое чудо света в долину Рейна, в Германию. До встречи. Пока. До свидания. Кстати, ты помнишь, что Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей»? Не стоит забывать об этом в конце сезона. Ты опять начинаешь эти игры.